Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Красная пчела». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас генеральный директор «Авроры», который традиционно выполняет роль партийного критика, Кирилл Рычков. Не самую уютную для себя роль, между прочим. А главное, героиня сегодня нашей программы Ангелина Потеряйко, прекрасное доверенное лицо КПРФ. Спасибо, Здравствуйте, Федор. Ангелина. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Ангелина. Мы сегодня не как обычно с вами поговорим чисто о будущем или о Или об воспитании, образовании, да. а будем продираться к этому будущему сквозь препоны современной рутины, в том числе политической рутины. Я знаю, что вы и ваши товарищи узнали что-то новое, с чем вы хотите поделиться с нами. Я даже хочу сказать, что у нас эксклюзив. Но я начну с небольшой преамбулы. Мы сегодня будем с вами говорить о предстоящих выборах. Это неизбежно. Я думаю, что в ближайшие 3-4 недели это будет вопрос номер один среди людей, которые активно интересуются политикой. Но не все активно интересуются ей, как мы знаем. Да? То есть есть люди, которые утверждают и отмахиваются: мы этим не занимаемся, а нам не интересны выборы по тем или иным причинам. И сегодня я тоже озвучу, по каким мы не состоим в партиях и не собираемся и так далее. Но на самом деле, товарищи дорогие, смею вас разуверить, вы участвуете в политике, вы платите налоги, и часть налогов идут на поддержку выборной кампании, на содержание партий, в том числе на содержание фракций в Государственной Думе, в областных думах, региональных имеется в виду. Вот, поэтому вы участвуете своим рублем, а участвуя рублем, вы участвуете частью своего рабочего времени, когда вы тратите свои силы, энергию, умственные способности на производство продукции или оказания услуг. Поэтому все иллюзии по поводу того, что вы не имеете к политике никакого отношения, уже имея паспорт гражданина Российской Федерации либо какой-то другой страны, вы уже являетесь лицом, имеющим право в этой политике участвовать. Реализовывать это право напрямую или нет, остается выбор, безусловно, за вами. Древние греки называли людей, не интересующихся политиками, идиоты. То есть буквально слово «идиот» — это человек, не интересующийся общественной и политической жизнью, если прямое значение. В Древней Греции был определенный ограниченный круг людей, которые имели право вовлекаться в политическую деятельность и интересоваться ей, как мы знаем, да? Рабовладельческий строй не позволял части населения, активной рабочей части населения, участвовать в обсуждениях, в каких-то демократических процессах, поэтому... Я в большей степени, что лично мне трудно с этим не согласиться. Дураки. Я поняла, да. Ваше право называть людей называть любыми вещи именами, своими именами, да. Сегодня я пришла действительно с эксклюзивным исследованием. В одной из наших предыдущих встреч с вами, Федор, мы обсуждали исследование «Россияне о текущем моменте в стране и в мире». Это исследование инициировал и провел социолог, кандидат социологических наук Геннадий Геннадьевич Дементьев, большой друг и товарищ нашего общественного движения «Родители Москвы», которое я представляю, в котором я состою уже в течение 5 с лишним лет. И он продолжил свою деятельность, несмотря на то, что она не оплачивается, она не аффилирована никакими структурами, это его исключительно частная инициатива. И в этот раз предложил россиянам высказаться по поводу их активности в предстоящих выборах. Я сразу хочу сказать, что исследование было изначально задумано как опрос левопатриотической части населения. Но на самом деле участвовали люди разных политических воззрений, разных, скажем так, конфессий, люди. Давайте для протокола сразу зафиксируем способ проведения опроса. То есть где, как? Через социальные сети, в том числе, я могу отвечать здесь через социальную сеть общественного движения «Родители Москвы», в которой у нас 25 тысяч подписчиков только на одном канале. Можно ли назвать «Родителей Москвы» протестным сообществом? С определенной долей протестность идет вокруг вопросов образования.
Но это не значит, что она идет на тему, скажем так, политического устройства. Ну, то есть нельзя сказать, что подавляющее большинство условных родителей Москвы исповедуют социалистические ценности. Мы так утверждать не можем. Во всяком случае, из наших чатов и из общения с представителями нашего сообщества очно этого нет. Там есть, например, люди глубоко верующие, которые, в общем-то, относятся, ну, в силу определенных, на мой взгляд, искаженных убеждений к коммунистической партии предвзято, да, предвзято отрицательно, я имею в виду. Вот. Есть люди, которые, как я сказала в начале передачи, в принципе не готовы обсуждать политику и участвовать в ней, но готовы решать какие-то локальные задачи, проблемы в школе или в образовании. Вот. За остальные площадки я отвечать не могу, не буду, да, где Геннадий Геннадьевич размещал, но тем не менее... Да, вот, то есть это не ограничилось? Это не ограничилось родителями Москвы, безусловно. И еще один, скажем так, еще один момент предварительный. Сегодня наша задача с Геннадием Геннадьевичем, как ученых, а я ученый-кибернетик по совместительству с доверенным лицом партии, нет, не было и не ставили мы задачи агитации и пропаганды за какую-то партию, да, вот в результате этого опроса. Мы преследуем чисто научную цель и исповедуем научный подход. Какая цель исследования? Мы провели исследование, вернее, Геннадий Геннадьевич провел, а я здесь как рупор выступаю, он провел исследование настроений населения в преддверии выборов. И это все, это голые цифры, социологические цифры. На мой взгляд, как я могу оценить, вопросы были составлены корректно, без перекоса в какую-то сторону. Вопросы не подталкивали людей к положительному ответу в пользу той или иной партии, того или иного движения. Их немного, можете их зачитать? Или это... Все прям вот не могу зачитать. Буквально но бегло, здесь, чтобы сложилось какое-то впечатление, потому как опыт показывает, что зрители нас не настолько дотошные, что вы в эфире сказали, потом впечатление и составил. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, выяснялся возраст, пол и место жительства опрашиваемых. Далее, соответственно, сколько собираетесь ли вы участвовать в предстоящих парламентских выборах? И были предложены варианты ответа «да, намереваюсь», «определюсь на момент выборов», «не намерен участвовать». Да, и вопрос, ну, такой самый главный, за кого. И были перечислены все партии, которые на тот момент, а это было в начале месяца, в начале августа, которые были заявлены на участие в выборах. И вот здесь вот фруктовая партия, я не знаю, можно там уже или уже нельзя ее называть? Но мы не агитируем, это же. Нет, их там не запрещена. Обещали вообще. Она снята с выборов, но не запрещена. Да, вот, ну и в том числе Яблоко тоже было, соответственно, в этом списке. Что за время? Мы всего боимся даже уже слово яблоко сказать. Кошмар какой. Можно золотое яблоко. Девочкам понравится. Да, девочки поймут, мальчики просто могут и не понять. Как создание положительного образа. Вот, такого рода, там немного вопросов было, вот такого рода, собственно говоря, вопросы. Сейчас я еще посмотрю вот здесь вот. Еще был опрос для тех, кто не намерен был идти на выборы, но если бы все-таки пошли, то есть мы здесь, конечно, Геннадий Геннадьевич, я так прислоняюсь к нему активно, видите, Геннадий Геннадьевич здесь немножечко поддавил, да, на людей все-таки, чтобы выяснить какие-то вот их даже скрытые, на первый взгляд, предпочтения. Число респондентов? Слушайте, число респондентов вот за 2 дня, у меня здесь результаты за 2 дня. То, что он мне передал, 560 человек. Это он делал не репрезентативную выборку, то есть не по определенным каким-то признакам. Он делал потоковую выборку, то есть кто ответил, тот ответил. Галина, но не было вопроса, что вы будете делать вместо похода, вместо участия? Нет, не было. Жаль, интересно было бы узнать, на что люди готовы променять свободу. Кстати, да, вы не дали мне закончить, Кирилл. Да, не дали закончить вот эти вот вопросы. Вопросы для тех, кто не пойдет на выборы. Но если бы вы все-таки пошли, да, то почему вы пошли бы туда?
И вот здесь варианты ответа. Проголосовать за определенную партию в знак того, что я против всех на этих выборах. Надеюсь, что голосование приведет к кардинальной смене ситуации в стране. Пойду, чтобы испортить бюллетень. И таких было немало. Я озвучу чуть-чуть попозже цифры. Хочу, чтобы в любом случае громче прозвучал голос в пользу иного общественного развития в целом. Надеюсь, что победит партия, за которую я проголосую. Хочу, чтобы победил именно тот человек, которого я выбираю. Ну и так далее. Здесь вот как бы достаточно большой спектр таких вот вариантов ответов. И, соответственно, было предложено респондентам выбрать из списка названия, которые, с вашей точки зрения, наиболее подходят для обозначения сообщества, к которому необходимо стремиться. Но пока сейчас оставим небольшой интригой, да, какие же были ответы. Значит, цифра в 560 человек может вас смутить, безусловно. Дело в том, что опрос до сих пор продолжается. Вот. И та выборка за 2 дня, которая была, да, вот сделана и проанализирована, она, в принципе, как бы для социолога, если вы спросите социолога, профессионала, она не является ни малой, ни большой. Она является выборкой. Вот. Ну что, начнем озвучивать, да? Будьте любезны. С самого начала. Замечательно. Ну, давайте для того, чтобы какую-то более-менее объективную картину представить, в опросе приняли участие 557 человек, 54% женщины и 46% мужчины. То есть мы из этого можем сделать вывод, что женщина все-таки, может быть, в силу меньшей занятости или более активного вовлечения, да, в политические процессы, были, ну, более активно отозвались на опрос. Ну, я думаю, что среди родителей Москвы объективно 90% женщин. Но я еще хочу раз ваше внимание акцентировать, что здесь не только родители Москвы. Если бы только родители Москвы, 90 было бы процентов женщин, я вас уверяю. В основном это люди зрелого возраста, 88% старше 40 лет, 33% от 40 до 49 лет и примерно столько же 33% от 50 до 59 лет. То есть молодежь не очень активно принимала участие, но здесь мы можем сделать вывод, что молодежь не читала те ресурсы, на которых были размещены опросы. Скорее всего, возможно. То есть здесь можно поправочку на это сделать. 68% респондентов – это люди с высшим образованием. Ну и теперь, соответственно, картина политическая. У нас сегодня 20 числа августа. Да, то есть, что у нас происходит буквально за месяц до начала выборов. 68% опрошенных намереваются участвовать в предстоящих парламентских выборах. Я не знаю, радует вас эта цифра 68? или нет? Да, меня очень радует. Скорее радует. Да. 17% определятся на момент выборов. То есть здесь есть определенный потенциал. И категорически не намерены участвовать в выборах только 10% опрошенных. Но опять же, да, здесь вот пул молодежи... опять же, вот вы просто озвучили только родителей Москвы, если бы я знал еще весь список, потому что родители Москвы — это по определению пассионарии, то есть люди, которые переживают о происходящем, и это люди, которые на выборы-то как раз всегда ходят. Вот, и понимают взаимосвязь между своей галочкой и тем, что происходит на улице. Поэтому вопрос в том, где опрашивались другие. Вот, Кирилл Викторович, ты учти, что большинство директоров школ аффилированы с «Единой Россией», и родители Москвы это понимают тоже. Поэтому они голосуют не совсем так, как мы думаем, может быть. Кто? Родители Москвы, у которых дети школьники. Потому что директора школ, многие, они имеют прямое отношение к партии власти. Школа интегрирована в систему власти у нас. И как это влияет на родителей Москвы, простите? Как они голосуют? Так, как сказал директор? Да. Да перестань. Как это перестань? Да я что знаю просто. Елена, рассудите нас. Я рассужу, да, и право, и неправо одновременно. У нас был кейс в предыдущих выборах. Я, собственно говоря, состояла как родитель, да, в чате одного из досуговых центров государственных, которые существуют за счет бюджета города Москвы. И, собственно говоря, там от одного из педагогов каждый раз на выборах звучит одна и та же просьба. Пожалуйста, первое, проголосуйте через ДЭГ,
Второе, скиньте мне, пожалуйста, результаты голосования. Ну, это так, просто как зарисовка. Не буду называть по фамилиям. Конечно. Надеюсь, что вы будете верить мне на слово. Происходит ли это в родительских чатах классных? Я не исключаю этой возможности. Не исключаю. Но как бы вот так. И далее, следом вопрос, о котором все находятся в предвкушении. За кого? Итак, КПРФ 54%, Справедливая Россия 9%, Яблоко 6%, ЛДПР 3%, Партия пенсионеров 1%, Единая Россия 1%, Новые люди 1%. Смешно. Не знаю, есть ли предварительные сейчас какие-то результаты по голосованию, ну, как опрос общественного мнения. Вот не успела посмотреть перед эфиром. Интересно, конечно, сравнить с тем, что у нас официальные, да, даже не статистика, кто у нас, да, в ЦИОМ обычно проводит опросы общественного мнения. Они были очень активны, кстати, буквально вот в начале августа звонили, узнавали, пойдете ли вы на выборы. То есть, в общем, уже такие исследования производятся. Ну, это нормально. В принципе, да, заказчик должен знать, к чему готовиться. В этом все в порядке. Многие полагают, что нет, не имеет смысла идти, ну вот из тех 10%, которые не пойдут, да, не имеет смысла идти на выборы, потому что все равно посчитают по-своему. И таких из этих 10% неучастников было 39% ответов. Никто из неучастников не заявил, что не пойдет на выборы, потому что не интересуется политикой. То есть на такой вариант от вопроса ответов не было. Один из главных мотивов неучастия в выборах – это отсутствие тех партий, которые бы устроили наших респондентов. 37% ответили на этот вопрос, выбрали, вернее, этот ответ. Но дело в том, что вот в вопросе не было варианта возможности вписать, да, кандидата какого-то или какую-то партию, чтобы, ну, представить себе картину, а кого же все-таки хочет видеть народ, избиратель в качестве кандидатов или какие партии. Также многие из тех, кто не захотели пойти на выборы, не хотят пойти на выборы, обеспокоены тем, что их участие будет поводом для власти утверждать, что неверные результаты законны, так как явка была и выборы состоялись. То есть здесь идет такая логика, что если, соответственно, они проигнорируют выборы, то не будет явки. Вот, пока... Такая вот что, явка больше ни на что не влияет? Но вот, тем не менее, такие ответы. То есть наши соотечественники считают, что явка еще на что-то влияет. Какие глупые у нас соотечественники. Ну, какие есть, глупые, не глупые. Может быть, кто-то дезинформированный. Такое тоже бывает. Совсем не уследишь, очень много информации. Надо YouTube не освобождает от ответственности. Этот опрос не демонстрирует мнение даже хоть сколько-нибудь большой части соотечественников. Поэтому но, тем не менее, для социологии, еще раз повторяю, да, эта выборка достаточно для того, чтобы делать выводы. Давайте у нас тоже проведем опрос. Сейчас прям по ходу. Онлайн-опрос будет. Давайте проведем. А пока я вот смотрю по опросам, которые есть в открытых источниках, то там, конечно, результаты совсем прям перпендикулярно отличаются от ваших. Озвучите? Так они... Наоборот просто все. Все наоборот. КПРФ 1%, а Единая Россия 54%, да? Такое тоже может быть. Хочу добавить, там были еще, да, дополнительные вопросы к основным опросам анкеты. В целом, по основным категориям мотивация идти на выборы связана с запросом изменения ситуации в стране в целом, с изменением вектора развития. И вот здесь как раз КПРФ рассматривается, скорее всего, как наиболее принципиальная с точки зрения смены курса, хотя бы
потому что у нее есть какая-то внятная программа, да, которую мы можем прочитать, проанализировать, она структурирована, она разложена по пунктам, она отвечает по большинству вопросов, рассматриваемых ней запросам общества на изменения, да, вот эти боли по зарплате, по экономической ситуации, по жилью, по образованию и так далее. То есть она такая достаточно конкретная. Ну и обратимся к тем 10%, которые представляют собой очень интересный потенциал людей. Вот они не пойдут на выборы, но, как я сказала, Геннадий Геннадьевич их все-таки дожал. Вот если бы вы приняли участие, то почему? Большинство, не подавляющее, неправильно, 25% ответило: проголосую за определенную партию в знак того, что я против всех на этих выборах. То есть люди вот сидят на диване и представляют себе, сами они не пойдут, ни к компьютеру не подойдут, не пойдут ножками, да, на избирательный участок. Но вот они себе вот так вот фантазируют. Ну, разница между довериться компьютерам и не пойти ножками, в общем, не очень большая. Это да, одно и то же. Одно и то же. Я очень еще раз обращаю внимание всех наших подписчиков и зрителей, что единственная возможность защитить свой голос — это прийти в третий день голосования лично. В третий день голосования лично. Прошу прощения. 21% надеется, что голосование приведет к кардинальной смене ситуации в стране. Но мы здесь можем интерпретировать так, что если бы они видели партию, которая привела бы к кардинальной смене ситуации в стране, они бы пошли голосовать. 15% из неходаков на выборы говорят о том, что хотят, чтобы в любом случае громче прозвучал голос в пользу иного общественного развития в целом. Но какого иного не конкретизируется здесь. Но мы понимаем, что вот мы ждем перемены, хотим перемены. Это вот такая вот атмосфера сейчас. Да? 8% надеется, что победит партия, за которую я проголосую. То есть опять интерпретируем, если бы была партия, за которую готов был проголосовать респондент, то, соответственно, он бы пошел. Ну и там по мелочам, по 5%, надеюсь, что хочу, чтобы победил именно тот человек, которого я выбираю, то есть это предпочтение, да, личное, индивидуальное. Надеюсь, что мой выбор будет способствовать решению тех или иных волнующих меня социальных проблем. Это уже акцент на определенную проблематику, то есть меня вот интересует там повышение зарплаты в отрасли или мое личное, больше ничего не интересует. Если вы мне это пообещаете, я так уж и быть, ну вот, схожу, да, что-то там проголосую. Буду участвовать, потому что меня к этому, скорее всего, принудят. Это вот 3%. Непонятно, так они пойдут или не пойдут, но, скорее всего, если принудят, да, работодатель, например, у нас, собственно говоря, в средствах массовой информации звучат иногда такие сюжеты, что вот, да, вот принуждают, то тогда придется пойти. Категория 30-39 лет из вот этой выборки, да, наименее активная, но потенциально значимая. Всего 9% ответивших в этом возрасте. Хотя это люди, которые, в принципе, ну, по моему мнению, должны задумываться о своем будущем. Это люди, которые либо уже вступили в брак и имеют детей, либо готовятся к этому. Это наиболее как бы в труде активная часть населения, но вот тем не менее как бы видимо, они не являются подписчиками тех ресурсов, которые изучают политику с разных сторон или занимаются конкретными вещами, как, например, родители Москвы. Вопросы есть на этом этапе? У меня нет пока. Как характеризует желаемое общество по всему массиву опрашиваемых? То есть мы уже отставили в сторону те 10%, которые не пойдут, и берем всех людей, которые отвечали на этот вопрос. 23% характеризуют желаемое общество как социалистическое, 18% как правовое. Ну, что под этим словом правовое общество означает? Что угодно. Что угодно, да, широкий спектр фантазий. Вот мне тоже такое ощущение. То же самое про традиционное.
у нас настолько изменялись традиции в течение развития исторического России, то есть непонятно, что такое традиционное, 12%. 9% коммунистическое, то есть радикальных перемен, связанных с термином коммунизм, не очень люди хотят, а вот это вот мягкое такое вот что-то приближенно знакомое от советского опыта социалистическое, это охотно. Перемен хотят, революции нет. Революции не хотят, каких-то, да, резких движений. Ну, перемены без революции редко случаются. Да, такого не бывает. Вот, я под революцией совершенно не матросов со штыками обязательно подразумеваю. Это тоже очень весело. Хотя это тоже... Людей, которые просто ждут перемен, видимо, устроят лицезрение ядерного взрыва за окном. Это же будут тоже перемены. И без революции. Да, они будут удовлетворены на 100%. Но нам такое не хочется. Ну, дальше там более интересные термины. Христианское 7%. Но опять же, христианское, что имеется в виду здесь? Торжество монархии? Ну, возможно, да. То есть мы можем так интерпретировать. 7% солидарное общество. Если вы мне, товарищи дорогие, под этим не подразумевал, да? Расскажете, что такое солидаризм. Это социалистическое общество для тех, кто пытается найти разницу. Это подмена понятий, поэтому есть вот солидарная экономика как экономическая концепция, которую, в принципе, можно и нужно изучать, в ней есть какие-то смыслы, но, в общем-то, ставку бы я на нее не делал. Вот. В общем, не путайте, мы за социализм. 6% демократическое общество, и эти же 6% социально-демократическое общество. То есть я вот не понимаю, вот эти 6% социально-демократическое общество, это в социалистическое можно приплюсовать или это что-то другое? Это вопрос к кому? Это риторический был. Этот вопрос был риторическим. Напомнил, что тот человек, который сегодня, значит, называет себя социал-демократом, должен помнить, что в свое время социал-демократия была революционным течением. Именно социал-демократы-большевики сделали революцию. Поэтому социал-демократия не всегда является таким пушистым козырьком для тех, кто просто хочет сладко пить и есть. Бывает социал-демократия прямого действия. Да, 5% многонациональное общество хотят. Не понимаю, как многонациональное общество не... Счастливые 5% счастливы. То, что хотят, то и есть. Да, правда? Но оно и есть, и оно не отменяет всех предыдущих озвученных раскладов. Консервативное общество. Опять же, вот непонятно, чем отличается консервативное от традиционного, или имеется в виду консерватизм Соединенных Штатов. Этноориентированное 2%, 1% капиталистическое, 1% религиозное, ну непонятно какое, да, какая религия должна быть. То ли это многообразие конфессий, и как-то между собой они договариваются и управляют страной. Вот честно говоря, вот я вот эти фантазии, я даже себе представить не могу, несмотря на достаточно серьезный опыт. И 0% анархическое. Люди не хотят анархии, это потому, хотят что порядка. Меня не опрашивали, вот, там был один человек. Я же говорю, что анархия вот сложилась, что это анархия, непорядок. Ну это же заблуждение. Ну понятно, но это же надо просветительством заниматься. Ты, видимо, вот плохо просветительством в один прекрасный момент устроим анархию, всем понравится. А кому нет, кто это их проблема. Много вас? Не время пока об этом. Договорились. Конец исследования, доклад окончен. Спасибо, Ангелина. Ну и как говорит Лукашенко, как ошушение после этого? Что нам делать со всей этой информацией? Со всей этой информацией что делать? Ну, принять во внимание, что результаты данного опроса, они не коррелируют с официальными результатами опросов. Да? Это первый момент. Принять во внимание, что опрос не был ни оплачен, ни заказан никем. То есть это была инициатива непосредственно его разработчика и исследователя, что придает, безусловно, определенный очень важный вес этой работе.
Опрос продолжается, и для тех, кто захочет принять участие в нем, я не знаю, с вами, Кирилл, по согласованию, если захотите, да, разместите, продолжите это исследование. Я только что разместил у нас в телеграм-канале вопрос, за какую из представленных в вопросе политических партий вы бы отдали свой голос, если бы выборы в Государственную Думу состоялись сегодня. Предложил 5 парламентских фракций, пока уверенно лидирует КПРФ с 73%, на втором месте «Справедливая Россия» с 9%, на третьем месте «Единая Россия» и «Новые люди» с 6%. Но у нас, согласитесь, как это сказать, предвзятое, как вы осторожно. Социально-коммунистический крен, да. Да, вот, поэтому я попросил Дмитрия Геннадьевича Евстафьева репостнуть этот опрос к себе. Вот, если сделает, его аудиторию трудно назвать радикально, по крайней мере, да, социалистической, да, это, наверное, ближе к оценке, поэтому и у него плюс самих подписчиков в 6 раз больше, чем у нас, поэтому скоро, как я надеюсь, мы получим относительно, как это принято говорить, релевантное знание. Вот. Такие опросы, в общем-то, во-первых, для меня сюрпризами их результаты редко являются. Вот, потому как по роду своей деятельности я общаюсь с достаточно широким кругом лиц. Я часто привожу пример, что у меня только один человек из всего моей записной книжки в 1500 номеров голосует за «Единую Россию». Стыдно признаться, что это мой брат, вот, с которым, кстати, в общем-то, отчасти по этой причине мы не общаемся. Вот, но, повторюсь, удивлением, конечно же, настроения общества для меня не являются. Они являются как минимум закономерным следствием происходящих вокруг тех, кто участвует в этих вопросах, явлениях. И деградация образования, и деградация медицины и так далее, и так далее. Все эти болячки, которые тут не раз обсуждались, можно перечислять. Проблема, как всегда, заключается в этом чудовищном, молчаливом, в некотором смысле, нашем согласии с тем, что как посчитаю, так и будет. Выхода из этого положения я, честно, не вижу. То есть понятно, что объективная революционная ситуация, я бы даже сказал, по тем признакам, которые озвучивали классики, верхи не могут, низы не хотят, наверное, еще не сложилось. По крайней мере, здесь в рамках московского региона люди, как это принято говорить, еще немножко сыты. Вот, а потому прям на протест, да еще и стихийный, выйдут вряд ли. Если в «Единой России» нарисуют, не знаю, там 60%, а всем остальным по 5%, возможно, хотя мне даже в этой ситуации трудно себе представить, потому что аполитичность людей сейчас уже такова, что как будто бы не представляете, что должно их возбудить, выйти на улицу. Это должно быть какое-то настолько чрезвычайное происшествие, какая-то настолько чудовищная несправедливость должна произойти, чтобы люди уже просто плюнули на все и вышли с вилами условно. Не представляю. Тем более тут же еще фактор какой. Те же самые классики говорят о том, что одной революционной ситуации недостаточно. Должна быть еще и революционная партия. Я как член коммунистической партии не могу упрекнуть свою партию в недостатке революционности, как минимум ядро тех, кто в случае каких-то разбалансировки системы готов взять на себя ответственность за происходящее. Я точно знаю, эти люди есть. Но, тем не менее, в рамках тех условий, в которых сейчас оказалась коммунистическая партия, я напомню, что она действует в рамках наглухо буржуазного государства, которое установило здесь у нас буквально систему дикого капитализма, потому как, сравнивая относительно обустроенный с помощью закона капитализм США и вроде как бы обустроенный с точки зрения закона капитализм в России, это два абсолютно разных капитализма. Если там частная инициатива поощряется, культивируется и так далее, и ты действительно буквально можешь открыть любой бизнес и, по крайней мере, попытаться, то попробуйте у нас в стране заняться производством. Вы можете легко уйти в спекуляцию, можете уйти в продажи, во что угодно, но никак не в создание добавленной стоимости.
Вот. Поэтому вот в свете всего озвученного, конечно, мы понимаем, что все у нас без перемен ровно потому, что сколько вот, если согласно вашему вопросу, 32%, в реальности, как мне кажется, намного больше, потому что, повторюсь, если ориентироваться по родителям Москвы, опрос проводился среди пассионариев, а в реальности количество тех, кто не пойдет на выборах, выше. Именно из-за этих сволочей мы, собственно говоря, и находимся в той ситуации, в которой находимся. 32% из 10% не тех, кто не пойдет. В общем, не пойдет 10%. Нет, вы озвучили, что 68% собираются идти на выборы, 17% определяться. Эти определяться тоже не пойдут, зная это, определяться. Суть не в этом. Суть в том, что вот это, еще раз говорю, опрос среди пассионариев проводился в основном. Не такая большая выборка, если до выборов еще получится с вами встретиться, обсудим, конечно. Но вот в моем представлении как минимум половина людей на выборы не ходит. Ну, то есть это не просто представление, взятое из воздуха, это вот некая история наблюдений. Вот эти 50% и отдают свои голоса, и только они помогают тем, кто правильно считает, правильно, естественно, здесь обособлено 18 кавычками. Вот. Именно эти люди играют на руку тем, кто поддерживает баланс сил вот в таком виде, что и позволяет общей системе, социальной системе деградировать и еще раз деградировать. Вот. Поэтому до каждого, мы здесь вот, если уж к чему я и могу призывать и агитировать, это вот заставить тех, кто в их списках контактов не ходит на выборы, пристыдить, поговорить. Никто не говорит о том, чтобы агитировать за какую-то конкретную партию. Вот. Мы находимся на том рубеже, когда как будто бы кто угодно лучше. Вот. Хотя вот в списке, предложенном мне, те же самые ЛДПР или новые люди, в моем представлении сильно от «Единой России» не отличаются. По крайней мере, руководство этих партий точно встроено в систему администрации президента. На мой взгляд, видимо, нужно уточнять, дабы меня не упрекнули в клевете. На мой взгляд, входит вот в установленную систему административного регулирования и, соответственно, выполняет прямые указания, опять же, с моей точки зрения, администрации президента. Но здесь даже, если отбросить вашу точку зрения, достаточно посмотреть на результаты голосования партии во время поддержки или не поддержки того или иного закона. Да, идет голосование за закон, мы видим, да, что ЛДПР активно присоединяется в большинстве своем к решению «Единой России». 136 человек пока проголосовало. «Единая Россия» и «Новые люди» уверенно откатились на последние места с 4%, 76% по-прежнему за КПРФ. «Справедливая Россия» стабильно держится на 9%. Ну, в общем, повторюсь, никаких удивлений. Вопрос только в том, что вот налицо вполне себе протестное голосование. Ну, то есть коммунисты, в принципе, от выбора к выбору говорят, что ну вот это уж голосование, это будет протестное. Но, повторюсь, ситуация относительно 2021 года изменилась радикально. У нас война, экономическая ситуация только ухудшается, безработица увеличивается, образование с медицины, как я уже отмечал, уверенно деградирует, поэтому казалось бы, что действительно да. Настроения должны кардинально настроения поменяться. Должны поменяться. Угу. Казалось бы, действительно даже на выборы должно прийти больше людей. И, наверное, придет больше людей, но недостаточно больше, чтобы вот оставшиеся вот эти 50% не были раскиданы так, как нужно. Единственный вариант, повторяюсь, дорогие товарищи, единственный вариант защитить голоса и что-то изменить, всем дружно, 100% избирателей прийти на выборы в третий день голосования, потому как, кто не знает, урны с бюллетенями в ночь с 1 на 2, со 2 на 3 куда-то уносят, и не всегда есть возможность поконтролировать, что с этими урнами происходит. Поэтому третий день голосования ножками приходим на избирательный участок и ставим галочку, проверяем, что все за вами правильно записали. Это единственная возможность защитить свои голоса. Но это реальная возможность защитить свои голоса. То есть, если вы так сделали, вы никогда уже, вы можете быть уверены,
что ваш голос никогда не отойдет другой партии. Но, повторюсь, помимо этого маленького, но очень важного гражданского долга, я призываю к тому, чтобы тех, кто не ходит на выборы среди ваших знакомых, переубеждать, объяснять. Ну, господи, до избирательного участка в любом районе, 5-10 минут хода. Это, как правило, школы. То есть это как правило, организовывают даже в сельских это не подвиг. поселениях. То есть это не что-то, что вот просто, да как это у меня такие планы были на эти воскресенья. Хреново, если у вас были какие-то планы на это воскресенье раз. А во-вторых, повторюсь, в любые планы подобные можно строить, потому что избирательные участки открываются в 8 утра, закрываются во сколько? В 8 вечера. Да. То есть с утреца быстренько сходили, исполнили свой гражданский долг не перед страной, перед детьми своими собственными, потому что, повторяюсь, у наших детей нет будущего. Уже нет будущего. И чем раньше вы все это осознаете, тем лучше. Нет у наших детей будущего при том положении, в котором уже находится наша страна. Лягушку варят медленно. У нас уже беспилотники бомбят Москву. О чем мы говорим? Куда ухудшение худшей ситуации вам нужно? То есть, по-моему, край. Да, здесь, в общем-то, тишина. Даже сказать нечего. Как варится лягушка. Да, как варится лягушка, даже, в общем-то, минута молчания будет к месту. Уже даже по тем ребятам, которые, в общем-то, с верой и правдой защищают интересы нашей страны на фронте. И они тоже, в общем-то, объективно жертвы происходящего. Потому как есть несколько сценариев развития ситуации. Одно дело, если бы специальная военная операция кардинально поменяла происходящее в стране и вернула бы движение страны к какому-то здравому смыслу. Я, кстати, совершенно не агитирую ни за социализм, ни за коммунизм в данной ситуации. Потому как в моем представлении вообще время всяких этих измов, оно ушло. То есть если брать пример той же самой сталинской экономики, вот уж где пример идеальной конвергенции. Потому как, да, понятно, сталинские артели не были в прямом смысле индивидуальными предпринимателями, как мы привыкли считать, то есть частным бизнесом. Да, средства производства там были обобществлены. Но тем не менее, это был мир, в котором частная инициатива поддерживалась, частная инициатива поощрялась. Мир, в котором можно было заниматься тем, что тебе нравится. Та самая почти свобода. Хотя Федор, подозреваю, со мной здесь будет немножко не согласен. Почему же? Согласен. Даже Федор Владимирович. Это и есть настоящий развивающийся социализм. Потому что если мы отказываемся от измов, то побеждает только капитализм под очередной личиной, который заставляет людей всех, от вообще какого-то подневольного рабочего до короля, работать бесконечно на капитал, воспроизводить эти капиталы, зарабатывать и тратить, или же отнимать и тратить. И питать этого, золотого тельца глобального. Опуская сам драматизм, который связан с тем, что между Россией и Украиной началось это противостояние, что в рамках нашего большого славянского мира, по сути дела, происходит гражданская война, потому что все признаки того, что русские убивают русских, налицо, а к украинцам я иначе-то не отношусь. И здесь наш президент абсолютно прав. Мы были и есть и останемся не просто братским, а, скорее всего, даже единым народом. Потому как мы с вами примерно одного поколения, и для нас происходящее, безусловно, дичь дикая. После того, как мы столько лет стремились к миру, к объединению с другими народами, мы помогали, Советский Союз имеется в виду, помогали, собственно говоря, и Африке, и странам Латинской Америки, и тут просто здрасте, нате, пожалуйста, вся картина мира рушится, то есть картина мира, которая заложена в нас, как в детях, как в подростках, она разрушалась в 90-х годах, сначала, сейчас она просто апофеоза достигает, когда мы видим эти военные конфликты не только на территории нашей страны, и, безусловно, понимаем, почему это происходит, сожалеем о том, что
это так произошло. Опять же, вот у нас такое ощущение, что мы ничего не можем с этим сделать, хотя, как я сказала в начале передачи, кое-что мы можем с этим сделать, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. Да, но мы видим эти военные конфликты также и в других точках мира. То есть, да, горит планета. Вот реально горит, и я понимаю, Кирилл, ваш да, вот ужас и несогласие, неприятие этой действительности. Ну и Федор, вот мы с ним тоже 1 года выпуска. Я хочу сказать, что обратить внимание на то, что наука, которая, в принципе, могла бы помочь выйти из создавшейся социально-экономической и политической ситуации, сейчас задвинута на задний план. Сейчас интересна та наука, которая обслуживает интересы капитала. Ну, это понятно, это закон природы, закон нашей общественной жизни. Но и его можно преодолеть, опять же, с помощью науки. И политэкономия не стоит на месте. Экономическая кибернетика, представителем которой я являюсь, не стоит на месте. Она развивалась, она учла технологический прогресс, который сейчас существует. И, возможно, вот это вот ожидание какого-то нового общества, это ожидание справедливого высокотехнологического общества. Возможно, просто вопрос сейчас, в опрос этот момент, да, не вошел. И, возможно, людям действительно не очень нравится сейчас заниматься политикой, потому что они видят в ней некую ортодоксальность, в то время как есть ощущение того, что мир, прогресс движется вперед, тут людей просят, скажем так, выбирать вещи, которые, на их взгляд, являются вот такими достаточно пыльными, да, начиная от партийной, скажем, программы «Единая Россия», которая всегда пишет очень красивые слова, что вот у нас там будет рост ВВП, вот мы там обеспечим... Слова красивые, плана нет. Плана нет, да. Вот. У КПРФ есть план, у КПРФ есть, да, какие-то прогрессивные, собственно говоря, разработки, о которых, я бы вот как... Это уже больше похоже на агитацию, которая в рамках наших эфиров и закона о предвыборной агитации запрещена. Я на чем хотел акцентировать внимание, вот говоря о военном конфликте, что я, вот несмотря на весь драматизм, связанный с тем, что русские стреляют в русских, 24 февраля 2022 года был в таком прям изрядном возбуждении, воодушевлении, потому как был искренне уверен по ряду своих предшествующих заблуждений, как я теперь понимаю, что вот теперь-то у Владимира Владимировича руки развязаны, и уж теперь-то начнется вот та самая перестройка страны, перестройка системы управления, мобилизация населения, под мобилизацией, точнее, хотел сказать, что под мобилизацией экономики, да. Да, что под мобилизацией я подразумеваю в первую очередь мобилизацию экономики, а в итоге мы получили мобилизацию населения. Понимаете? Вот. И я вот 5-й год войны, я нахожусь в недоумении, не совсем подходящее слово, потому как природа происходящего теперь, опять же, благодаря вот произошедшему, мне стало намного понятнее. Вот. Но я в большей степени хотел вот сосредоточить акценты, которые вот пытаюсь осторожно расставить во взаимосвязи с войной, с тем, что стране нужны перемены. Они нужны остро, потому как вот мы даже в рамках проекта «Эры» объясняем людям, что причин для прекращения войны нет. То есть происходящая война, как бы ее ни называли войной или специальной военной операцией, она обусловлена очень широким комплексом причин. То есть упрощать все до того, что агрессивная НАТО или вот фашисты под боком с подлетным временем ракет. Все правильно, все так и есть. И мы действительно боремся с коллективным Западом, который использует Украину как полигон. Вот. Но мы должны понимать, что причин для прекращения войны нет, потому как вот кто-то называет это войной на истощение, кто-то более концептуально мыслящий понимает, что вот то, что для Маркса 200 лет назад было абстракцией, мы вот в этом конце капитализма как раз сейчас и живем. И капитализм не знает других способов снятия вот этих вот своих внутренних накопленных
противоречий, не знает других способов сдувания вот этих вот огромнейших надутых финансовых пузырей, иначе как через войну. Нынешняя модель капитализма, это я уж словами президента, хотя нет, по сути дела, какой-то отдельной модели капитализма, есть капитализм и не капитализм. Так вот, нынешняя модель капитализма, раз уж все-таки употребил именно это словосочетание, себя действительно изжила, она зашла в тупик. Она будет разрешать ситуацию именно так. Но она всегда разрешает ситуацию военным путем. Единственный вариант выхода из этого положения, это если мы запустим у себя альтернативный проект. И финансовый, и солидарный, если угодно. Созидательный, солидарный, мобилизационный. То есть, когда страна перейдет к состоянию вот этой самой стратегической обороны, не побоюсь этого слова, не очень понимаемое многими понятие, позволить себе мы это можем. У нас есть 17 миллионов квадратных километров территории, у нас есть неограниченное количество ресурсов, у нас есть очень талантливый народ, который только и хочет, чтобы наконец-таки дали поработать. И у нас, что самое главное, есть армия и ядерное оружие, которые могут нас защитить от любых проявлений и поползновений в нашу сторону. Все, что нужно, это осмыслить, что мы ошиблись в 1991 году. Мы все ошиблись. И те, кто это делал, и те, кто молчал. Мы все поучаствовали в этой ошибке. Даже те, кто считают, что не поучаствовал, поучаствовал. Но это опять же лирика. Единственный шанс развернуться – это начать новый мобилизационный проект. Строить новую версию социализма. Потому что старая версия себя точно не оправдала. И я вот в рамках эфиров со своими однопартийцами выявил, кстати, весьма глубокое непонимание этого вопроса, потому как люди почему-то склонны упрощать все и сводить до того, что пришли к власти предатели, все предали, вот, а так-то вообще все было зашибись. Не было в 80-х годах, уже все зашибись. И это надо разбирать. Но это упрощенное восприятие, это результат агитации. Поэтому, и пропаганды, когда вот я их же. спрашиваю о том, какую версию социализма, которую вы пишете в своей программе, вы собираетесь у нас построить. Потому что вот даже за советский период мы можем выделить сталинский социализм, хрущевский, брежневский. Какой? Что строим-то? И главное, этот социализм, это же экономическая модель. А строим-то что? Куда страна в целом идет? Совершенно верно. Вот про экономическую модель хочу добавить. Я еще являюсь участником научной школы стратегического планирования Елены Николаевны Ведута, которая является спикером «Авроры», также активным. И хочу сказать, что бы мы ни собирались строить, коммунизм, социализм, назвав это другим словом, без, как вы правильно заметили, Кирилл, экономической модели, а экономическая модель социализма, она всегда строилась на планировании, и фактически, кроме планирования, человечество ничего не придумало для того, чтобы посчитать количество ресурсов, необходимые для количества производства, для удовлетворения все растущих потребностей населения. И можно плановую экономику ругать, навешивать на нее ярлыки. Но как ученый, я отвечаю за каждое свое слово, сказанное здесь в эфире сейчас, ничего кроме планирования, стратегического планирования, планирования с использованием кибернетики, с использованием достижений информационных технологий не поможет модель создать ни социалистическую, ни коммунистическую, ни любую другую, нацеленную на благосостояние каждого члена общества, не привилегированных классов, не отдельных заинтересованных лиц, а каждого члена общества. И, возможно, при построении этой модели у нас вот эти демократические институты, они видоизменятся. И сама партийная структура изменится, и процесс выборов изменится, и вообще изменится вся жизнь человека, потому что как ни крути, экономика является базисом, на котором все строится, и в том числе политика. Ну, а теперь самое интересное, потому как Дмитрий Геннадьевич сделал репост опроса, и он стал относительно непредвзятым, потому как, повторюсь, Дмитрий Геннадьевич политолог, который работает вот на уровне геополитики, его зрители я бы описал как человека всестороннего, в том плане, что это не окрашенного в какие-то политические цвета. КПРФ 30%. На втором месте
как ни удивительно. Единая Россия с 23%, Справедливая Россия 21%, ЛДПР 15%, Новые люди 11%. Вот. Не стал сознательно включать в этот опрос другая партия, потому как значительное количество людей, возможно, бы нажало эту кнопку исключительно посмотреть, хотя не исключаю, что оно в этой связи новым людям подкинуло проблем. Ну, не проблем, а голосов, естественно. Но, тем не менее, на первом месте КПРФ с 30%. Вот. Данный результат, как считаете, адекватным? 54 здесь в вопросе Геннадий Геннадьевич. Ну, разница да, значительная, можно сказать, да. Вот. Но сложно, опять же, да, сложно судить, насколько объективны сейчас цифры. Я не призывала. Было да, бы интересно, верить. как Дмитрий Геннадьевич сам пишет своего такого среднестатистического зрителя, с кем мы имеем дело. Это да, здесь тоже очень важно. Субъективно, да. Но тем не менее, 24% Единой России. Удивлен. Удивительное рядом. Удивительное рядом. Да, ну, это повод для дальнейшего политического анализа. Повод для дальнейшей работы, как так вот цветасто сказала Ангелина, мы не умрем, но изменимся. Все будет новое. Для этого и нужно постараться на будущее. И вот, продолжая призыв Кирилла Викторовича, даже тем, у кого нет детей, стоит сходить на выборы и использовать пока имеющиеся механизмы гражданской свободы для того, чтобы защитить хотя бы себя самих. Потому что неиспользование этих механизмов, которые гарантируются Конституцией, это вообще отказ от любой демократии, от любой свободы, от любого, на самом деле, гражданского самосознания. А это вещь, которую просто так не исправить. На этом мы завершаем нашу программу. В этом выпуске «Красная пчела» главной героиней стала доверенное лицо КПРФ Ангелина Потеряйко. Благодарим вас. Спасибо. Программу вели генеральный директор «Авроры» Кирилл Рычков и политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам! Советом передается вся государственная власть.